Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня вашему вниманию представляется группа Porcupine Tree. Появились они аж в 1987 году. Не то чтобы группой, скорее музыкальной лабораторией в голове одного парня по имени Стивен Уилсон. Представляете, обычный, почти подросток, который вместо того, чтобы гоняться за девчонками или собирать значки, сидел у себя дома, крутил ручки на синтезаторе и мечтал о звуках, которых еще никто не слышал. И знаете что? Он уже тогда был не новичок. К 17 годам он научился играть и на гитаре, и на клавишных. Сам, без учителей, просто потому что музыка в нем кипела, как чайник на плите. И к своему совершеннолетию он уже успел поучаствовать в таких андеграундных проектах, как Altamont и Karma, и уже был весьма известен на лондонской музыкальной андеграундной сцене. '87 год. Город Лондон. Атмосфера густая, как синтезаторный пад. У Стивена Уилсона в это время, похоже, сразу было два мозга. Один для серьезного арт-рока, а второй для абсурдных розыгрышей. И оба работали на полную. С одной стороны группа No Man. Эдакое элегантное трио с певцом Тимом Боунасом и скрипачом Беном Коулманом. Музыка как шелк, подшитый джазом и меланхолией. Группа, кстати, до сих пор жива, выпускает альбомы и, похоже, собирается пережить даже самого Уилсона. Ну а с другой стороны, Porcupine Tree. Но тут все начиналось не с нот, а именно с розыгрыша. Стивен и его дружбан Малькольм Стокс решили поиздеваться над рок-археологами и придумали целую фиктивную группу 70-х годов с вымышленной биографией, составом, конфликтами, смертями и даже дискографией, которой на самом деле не существовало. Представляете? Как будто кто-то сегодня придумает забытую группу из Тулы 83-го года и начнет писать за нее альбомы. Для поддержания своей истории Стивен записал несколько часов музыки, которую якобы играла эта выдуманная группа. Все это было всего лишь развлечением и ничем другим более до того момента, пока однажды Стивен не составил кассету из этого материала и не отправил людям, которые, как он считал, должны были заинтересоваться в подобного сорте музыки. Одна из копий этой кассеты попала в руки издателей британского журнала Freak Beat Ричарду Аллану и Айвору Трумэну. Стивен тогда еще понятия не имел, что эти самые ребята, Ричард и Айвор, уже ковыряли в голове идею собственной звукозаписывающей конторы. Он думал, ну ладно, написали вялую рецензию, бывает. Не всем нравится моя музыкальная каша. А они, между тем, шептались в углу. Этот Уилсон, он либо сумасшедший, либо гений. А может и то, и другое. И вот, вопреки сдержанной критике, они пригласили его записать трек для своей первой компиляции. Сборника самых сочных, самых психоделических, самых подпольных групп Британии. Но музыка, она не по расписанию работает. Пока шли переговоры, Стивен не сидел сложа руки. Он уже нагнал второй альбом. И оба этих альбома содержали красочный буклет с историей группы и прочей придуманной информацией. И оба вызвали определенный интерес на андеграундной сцене Британии. И тут на горизонте появляется Delirium Records.
Это тот самый лейбл, который Ричард и Айвор только что основали, как раз под такие вот странные дела. И в их дебютной компиляции появляется трек под названием «Линтон Сэмюэль Доусон». А кто это такой, Линтон Сэмюэль Доусон? Ну, конечно же, это один из вымышленных персонажей из эпоса Уилсона. Возможно, он был гитаристом-отшельником. Возможно, умер в 74-м от передоза синтезаторных волн. А может, и вовсе не существовал. Но его имя теперь звучало на настоящем релизе. После этого лейбл понял: ребята, мы не просто нашли жемчужину, мы наткнулись на целый рудник. И решили, а давайте-ка переиздадим те самые 2 кассеты, но уже по-взрослому. Поначалу хотели выпустить их как 2 отдельных диска, но Стивен, как истинный перфекционист и архитектор звука, сказал: нет, давайте соберем все лучшее и сделаем один двойной альбом. Так вышел альбом в начале 92-го года, тиражом всего в 1000 копий. Но эта 1000 — это не просто диски, это были артефакты. Плотная обложка, винтажные иллюстрации, вымышленные цитаты, намеки на забытую эпоху. И знаете что? Пресса загудела. Люди начали говорить, кто-то писал, что это звучит, как если бы Сид Барретт выжил и стал продюсером в 90-е. Кто-то, что это психоделия, пропущенная через холодный британский дождь. А кто-то просто включал песню «Радиоактивная игрушка» и больше не выходил из комнаты неделю. Именно эта композиция стала визитной карточкой раннего Porcupine Tree. Позже ее будут играть на каждом концерте. Резонанс был настолько сильным, что лейбл переиздал альбом уже шире, громче, дальше. И к 2000 году тираж перевалил за 20 тысяч копий. Да, по меркам мейнстрима капля в море. Но в мире андеграунда, где 500 копий уже успех, это был настоящий триумф. Благодаря успеху No Man Стивен стал полностью профессиональным музыкантом, что позволило ему уделять больше времени своему сайд-проекту. Первый альбом Porcupine Tree был по большому счету данью памяти любимой музыки 60-х и 70-х. Но Уилсон понимал, что для настоящего успеха нужно двигаться дальше, исследовать новые современные музыкальные пространства. И первыми плодами этих исследований стал 30-минутный эмбиентно-трансовый трек в духе пинк-флойдовского The Orb с болтовней, пропагандирующий ЛСД в духе 60-х. Композиция стала андеграундным хитом, достигнув независимый топ-20. К тому же она прекрасно иллюстрировала, как распад стилистических границ сформировал лучшую музыку 90-х. Трек был записан с перспективой для будущего двойного альбома, но получилось так, что когда в середине 93-го пришло время для выпуска альбома, сингл решили на него не включать, что значительно облегчило пластинку, и она появилась в виде одиночного диска. В общем, альбом был принят с восхищением. Журнал Melody Maker назвал его психоделическим шедевром и одним из альбомов года. Популярность группы росла, и уже нельзя было игнорировать проведение концертов. Но для этого нужна была постоянная группа. Таким образом, в декабре 93-го года группа стала концертной, в которую вошли Стивен, Колин Эдвин на басу, Крис Мейтланд на барабанах и Ричард Бербери на клавишных. Все 3 новых члена группы уже работали раньше со Стивеном в прежних проектах.
И все три музыканта были идеально подходящими под звук и направление. И музыка, как и все живое, не стоит на месте. Она мутирует, растет, иногда теряет форму, чтобы обрести новую. И вот новый альбом. Это перевал. Точка между «было» и «будет», между студийным одиночеством Стивена и настоящей групповой симбиозой, между психоделией 70-х и электроникой 90-х, между мечтой и реальностью. В центре всего 35-минутный эпос, одноименный трек «The Sky Moves Sideways». Стивен изначально вообще собирался сделать весь альбом одним треком. Представляете, целый час или больше, как одна бесконечная волна сознания. В итоге, конечно, пришлось поделить, но дух остался. И критики это почувствовали. NME, Melody Maker, все включили альбом в свои чарты. И это уже не андеграунд шепчет, это музыкальный истеблишмент кивает с уважением. А потом, осенью 95-го года, они впервые пересекают Атлантику. Альбом выходит в США, причем не просто так, а вместе с расширенным синглом Moon Loop. Тем самым, что звучит, будто кто-то записал грезы космонавта во время сна на орбите. Американцы в восторге. Группа даже отправляется в турне. Но есть нюанс. На деле альбом наполовину все еще сольный альбом Стивена Уилсона. Да, Колин, Крис и Ричард здесь есть, но звук все еще вращается вокруг одного полюса, и группа это чувствует. И тогда они принимают решение: хватит быть тенью гения, пора стать равными соавторами вселенной. Итак, в 96-м году они запираются в студии и начинают работать над тем, что станет их первым по-настоящему групповым альбомом. В мае 96-го года появились первые отголоски этой работы. Сингл «Waiting», который попал не только в независимые рейтинги, но и в национальный британский хит-парад и крутился по радио всей Европы. За ним последовал альбом, отражающий весь концертный потенциал коллектива. Это был первый альбом, где они звучат не как проект Стивена Уилсона с какими-то приглашенными, а как единый организм. 4 музыканта, 1 пульс. Здесь все. И рок с острыми краями, и авангардные пассажи, и электронные тени, и гитарные вспышки, будто кто-то вскрыл небо гаечным ключом. Но самое гениальное, они не примыкают ни к одному жанру. Это и не прогрессив-рок, и не альтернатива, не электроника, просто Porcupine Tree. И этого уже достаточно. После выхода пластинки на группу обратили внимание самые разнообразные, в том числе и крупные средства массовой информации. Да и сами музыканты, ровно как и их фанаты, соглашаются, что это их лучший альбом. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty.
Все ссылки оставил в описании под видео. А теперь, друзья, представьте, Рим, март 97 года, не Колизей, но почти. 3 вечера подряд по 3000 человек в зале. И из этих римских ночей родился не просто концертный альбом, а звуковая летопись эпохи, когда группа перестала быть британской находкой и стала международным явлением. Этот альбом — это прощание. Нет, не с публикой и не с музыкой. Это прощание с Delirium Records, лейблом, который когда-то дал им крылья, но теперь уже не мог вместить их размах. Они выросли до размеров, при которых нужны не кассеты в подпольных лавках, а мировые релизы, промо-компании, студии в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Delirium, как любящий родитель, отпустил их в большой мир с благодарностью, с гордостью и с легкой грустью. Стивен, Ричард, Колин и Крис провели весь 98 год в записи 5-го студийного альбома коллектива, выход которого показал, что группа двинулась в направлении более песенно-ориентированного материала. Во время записи музыки для новой пластинки у них не было никакого контракта на его выпуск, но уже в конце года им сделали заманчивое предложение из компании Sniper Music, от которого они не смогли отказаться. И в марте 99-го в свет появилась новая пластинка Stupid Dream. 3 композиции с этого альбома получили большое признание на мейнстримовых радиостанциях США и Британии, а также некоторое время бороздили как независимые, так и мажорные таблоиды. Хотя новая пластинка и отпугнула своей попсовостью многих старых поклонников группы, новый облик коллектива привлек новых почитателей, а уровень продаж значительно повысился. Ну а дальше конец 90-х. Мир замирает в ожидании нового тысячелетия. Одни боятся апокалипсиса, другие верят в утопию, а наши герои, они пишут саундтрек к этому переходу. Так релиз был готов к февралю 2000 года, сделав при помощи Дэйва Грегори из XTC струнные аранжировки. Porcupine Tree на новой пластинке показали всем смесь саундскейпов, песен и роковой энергетики предыдущего альбома, но в более органичной и мощной форме с еще более уверенным звуком. Сам альбом был выпущен в мае 2000-го. Его выходу предшествовал сингл под названием «4 аккорда», которые сделали миллион. А аншлаговым концертом в лондонском Скала начался небольшой концертный тур по Британии, продолженный на следующий год выступлением на нескольких европейских фестивалях и большим совместным туром с Dream Theater. Ну а после этого они объявили, что впредь будут работать с гигантским международным лейблом Lava Records. В феврале 2002 года произошла первая смена состава. После 8 лет сотрудничества группу покинул барабанщик Крис Мейтленд. На замену пригласили Гэвина Харрисона. Ну а тем временем начались сессии для нового альбома, в течение которых было записано примерно 30 новых песен. Сессии проходили в Лондоне и в Нью-Йорке, совместно с ветераном звукового инжиниринга Полом Нортфилдом, который поработал в свое время с такими модными коллективами, как Rush, Hole и сольным проектом Оззи Осборна. Долгожданный альбом был выпущен в сентябре 2002-го. Это была наиболее совершенная и законченная работа в их дискографии. И хотя некоторые композиции звучали тяжелее и жестче, чем обычно, в общих чертах музыка стала утонченнее и красивей.
Альбом стал бестселлером, попал в чарты многих европейских стран, а уровень продаж скоро перекрыл 100 тысяч копий. В начале 2004-го они отправились записывать новую пластинку. Альбом был навеян сценарием к будущему фильму, который Стивен написал совместно со своим другом, режиссером Майком Беннионом. Сессии для альбома закончились в ноябре 4-го, а общее число продаж дисков группы к тому времени превысило аж 500 000 экземпляров. По всему миру фан-клубы группы росли, а ряды поклонников коллектива увеличивались не по дням, а по часам. И новый альбом был запланирован к выходу весной 2005 года, как в Европе, так и в США. За выходом альбома последовал мировой тур, 2 концерта которого, прошедшие в Чикаго, стали основой для первого официального концертного DVD. 2007 год. Альбом Fear of Blank Planet. Многие его обвиняют в простоте лирики и ухода от привычных тем. Другие же отмечают многоплановость композиций, сильную музыкальную составляющую альбома, на котором присутствует и простая попсовая песня, и комплексная монументальная эпопея, которую многие слушатели считают лучшей на альбоме, а также лирические и сентиментальные песни. Тематика альбома затрагивает проблемы современной молодежи, их увлечения, страхи и надежды. В основу концепции альбома ложится новелла современного американского писателя Бретта Истона Эллиса под названием «Лунный парк». Если в книге повествование ведется от лица отца, то главный лирический герой альбома – сын, 11-летний мальчик по имени Робби. Их неблагополучные отношения и становятся фундаментом, на котором Уилсон выстраивает собственную историю. Вот что он говорил о главном персонаже альбома. Это неизлечимо скучающий ребенок в возрасте от 10 до 15 лет, который проводит все светлое время суток в собственной спальне с запахнутыми шторами, играет в PlayStation, слушает музыку на iPod, переписывается с друзьями в телефоне, смотрит порно в интернете, скачивает музыку, фильмы и поглощает новости и насилие. Для меня, как музыканта и автора песен, это тема, к которой я чувствую наибольшую предрасположенность. Как 21 век, распространение реалити-шоу, гаджетов, интернета, как все эти вещи повлияют на развивающийся, только зарождающийся разум. Каких детей мы получим с этой диетой? И я тоже чувствую это в отношении себя. Не считаю, что у меня есть иммунитет. Думаю, мы все страдаем от перегрузки информации. Тур в поддержку альбома стал еще более продолжительным, и во время этих гастролей группа успела аж дважды обогнуть земной шар, а также посетить страны, в которых они еще никогда не выступали. Такими странами стали, например, Австралия, где группа дала серию концертов в конце апреля 2008 года, а также Россия. Первое выступление в нашей стране состоялось 6 июля 2008 года в Москве. Группа начала записывать свой 10-й студийный альбом в феврале 2009. Месяцы спустя Уилсон прокомментировал, что 30-минутный трек преобразился. И теперь это 55-минутная песня, которая поместится на диске. Эта работа описана как немного сюрреалистичный песенный цикл о начале и конце.
И еще о том, что после всего произошедшего мир уже никогда не будет прежним. Спродюсированный самой группой альбом был дополнен 4 бонус-треками, которые войдут во второй диск альбома, чтобы отделить их от основного трека. И сам альбом стал самым успешным в карьере группы, поднявшись аж на 23-ю строчку альбомного чарта Великобритании, а также оказавшись в топ-25 американского Billboard. But after a while, you realize time flies. And the best thing that you can do is take whatever comes to you. 'Cause time flies. Время с октября 9 года по октябрь 10 группа провела в мировом концертном туре, грандиозным финалом которого стало первое в истории Porcupine Tree выступление в британском королевском Альберт-холле. Этот концерт стал последним концертом группы, после которого они ушли в творческий отпуск. Ведь Стивен Уилсон тогда усердно трудился над записью своего сольного альбома. Изначально группа так и хотела немного отдохнуть, а потом начать работу над новым материалом. Но Уилсон же загадочно отвечал, что работа начнется лишь в начале 2012 года. И вот наступил 2012 год, и планы вновь поменялись. И Стивен Уилсон заявил, что он продолжит работать над сольной карьерой. Now I haven't even got the will to eat. В 2013-м Стивен выпустит уже 3-й сольный альбом, а через год еще один, тем самым отодвигая гипотетическую работу с Porcupine Tree. В марте 15-го он прокомментировал: если Porcupine Tree соберутся вновь, это уже будет сайд-проект. В голове каждого должно быть ясно, что сейчас мой основной музыкальный путь — это моя сольная работа. We've got the perfect life. We've got. Однако в 16 году взгляды Уилсона на возможные воссоединения уже были противоречивыми. В одном из интервью он заявил, что есть сильная вероятность воссоединения для записи нового студийника. Но лишь через 5 лет он опубликовал на своих страницах в социальных сетях тизер-видео с изображением нового альбома. И уже через 4 дня группа объявила о своем 11-м лонгплее, а также о своем первом сингле за более чем 12 лет. Группа превратилась в трио: Стивен Уилсон, Гэвин Харрисон и Ричард Бербери. На гастрольных выступлениях выступают еще 2 музыканта: гитарист Рэнди Макстайн и басист Нейт Наварро. По словам Уилсона, альбом записывали тайно в течение 11 лет, а отсутствие Эдвина он объяснил тем, что они потеряли контакт, когда проект ушел на паузу. Вы спросите, ну а что сейчас? Сейчас 2025 год. Стивен Уилсон, как всегда, не стоит на месте. Он работает над новыми сольными проектами, экспериментирует с 360-градусным звуком, пишет музыку для театра и продолжает переосмысливать классику рока. Гэвин Харрисон гастролирует с King Crimson и записывает джазовые альбомы, где барабаны говорят на языке математики и поэзии. Ричард Бербери в тишине своих студий создает электронные ландшафты, будто саундтреки к фильмам, которых еще не сняли. А что же Porcupine Tree? Они не распущены, они в режиме ожидания.
Потому что, как сказал Стивен однажды, если мы соберемся снова, это будет тогда, когда это меньше всего ожидаешь. И может быть прямо сейчас в какой-то лондонской студии уже крутится новая кассета с вымышленным названием, но с настоящим звуком и с будущим внутри. Потому что Porcupine Tree — это не просто группа, это состояние сознания. Это место, куда можно уйти, когда мир становится слишком громким или слишком пустым. И если вы вдруг услышите в наушниках медленно нарастающий звон, за которым следует гитарный взрыв, а потом голос Стивена, шепчущий о конце света и надежде, знайте, они не ушли, они просто ждут, пока вы снова будете готовы их услышать.